Случилось это во время Великой Отечественной войны, в период Ленинградской блокады. В городе жил один дедушка, который раньше подрабатывал заточкой ножей. Но так как в период блокады еды у горожан практически не осталось, то расплатиться с ним за работу никто уже не мог. Тем, кто действительно нуждался, мужчина помогал бесплатно. При этом он все же надеялся, что перед уходом хозяева его угостят хотя бы тарелкой теплого бульона. К сожалению, такое происходило редко. Когда деньги закончились, мужчина начал продавать свои личные вещи, чтобы хоть как-то выжить и не умереть с голоду. Каждые 2-3 дня дедушка вставал пораньше, брал из своего шкафа какую-нибудь ненужную вещь и нес на базар. В один из таких походов, когда мужчина собирался выйти на улицу, он услышал, что на лестничной площадке кто-то мяукает. Дедушка пошел на звук. Услышав шаги приближающегося человека, кошка поспешила убежать. В углу, где животное только что сидело, мужчина увидел крысу. Зверек лежал почти без признаков жизни. Рядом с ним пищал маленький детеныш. Похоже, мышь защищала своего ребенка от кошки, но поплатилась за это жизнью. Человек взял малыша на руки, погладил, а затем спрятал за пазуху и понес домой. Животное быстро освоилось на новом месте. Оно постоянно бегало по кухне в поисках еды, но на полках было пусто. Иногда хозяин квартиры угощал его крошками, оставшимися после скудного обеда, но, судя по всему, крысенку этого было мало, поэтому он часто убегал из дома на поиски еды. Было похоже, что он ее находил, так как животное росло и прибавляло в весе. От скуки мужчина пытался дрессировать своего питомца. Он, с переменным успехом, учил мышонка прибегать на свой голос, носить по квартире мелкие предметы, типа монеты или пуговицы, и вставать на задние лапы. Зверьку мало что удавалось, но человек это делал не для результата, а чтобы просто убить время и не думать о голоде. Вскоре настали совсем тяжелые времена. Мужчина несколько дней не мог ничего выменить на еду. Зимние вещи он давно продал, а летние никому не были нужны. Примерно через неделю дедушка понял, что он так долго не выдержит. Чтобы не сойти с ума от голода и одиночества, он подолгу разговаривал со своим домашним питомцем. Вскоре он мог делать это только лежа, так как силы приходилось экономить. Внезапно крысенок пропал. Прошло 2 дня, но он не возвращался. Человек подумал, что грызун нашел другое место, где его хотя бы кормят. Но на 3-й день он все же появился. В зубах малыш нес что-то блестящее. Приглядевшись, он увидел, что это старинная серебряная монета. Собрав последние силы, мужчина поднялся с постели, кое-как оделся и пошел к знакомому антиквару. Там ему удалось выменить для себя немного крупы, которую он растянул почти на месяц. За это время мышонок принес хозяину еще несколько монет. Мужчина теперь был уверен, что от голода он не погибнет. Он даже несколько раз приносил еду своим соседям, объясняя ее появление тем, что ему удалось удачно продать старые брюки. Этому мужчине, несмотря ни на что, удалось пережить войну. Правда, он лишился своего дома, который разбомбили в ходе очередного авианалета. Своего мышонка он, к сожалению, с тех пор не видел. Но дедушка до конца дней помнил маленькое серое существо, которое когда-то спасло его от голода. Крохотный зверек доказал, что любое животное способно запомнить добрые поступки, а также может помочь человеку в трудную минуту. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.